Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня у нас на обзоре будет фонарик. Вот такой вот классный фонарь от, я бы сказал, классной фирмы Safirn. Фонарик у нас под маркировкой HS40 по заявлению 2000 люмен и, соответственно, его дальнобойность 175 метров. Неизвестно, как это все и чем измерено. Ну, нам ничего не остается, как просто поверить. Вот такая вот классная коробка. И здесь у нас написано, что опять же модель фонарика HS40 черного цвета и светодиод, который установлен в наш фонарь SST40. То есть он выдает от 6 до 6500 Кельвин. Ну и изготовлено все, конечно же, в Китае. На задней стороне у нас следующие надписи, кому интересно. Вот, ну а мы вскрываем. Очень нравится держать в руках такой вот товар. То есть все упаковано просто на высоте. Очень приятно, что продавец заботится о своем товаре. А то вы сами знаете, что купишь какой-нибудь там фонарик, его закрутят не то в китайскую газету, не то в какой-нибудь пупырчатый пакет просто положат и так и отправят. А здесь вот можно даже кому-то покупать и на подарок. То есть коробочка у нас на магнитиках. Здесь у нас два магнита, здесь у нас две ответные части, там две железки. Ну, либо наоборот. Точно я не знаю. Если кому-то надо точно, давайте проверим. Вот, здесь у нас магнитики магнитятся, а здесь две металлические такие шайбочки. Итак, вскрыли мы коробку, и у нас встречает вот такая вот инструкция. Инструкция на множестве языков. И вот на последней странице, что не может не радовать, у нас присутствует русский язык. Кому интересно, читайте на паузе. Может быть, кто-то купит фонарик такой сугубо с английской инструкцией. Я как-то смотрел обзоры, и там люди при вскрытии, там и коробочка другая была какая-то желтоватая. И при вскрытии просто такая кусок газеты на формате А4, по-моему, да, сложенная. Ну, вы сами понимаете, что за инструкции приходят. Была вот такая вот инструкция. Здесь же все уже, так сказать, по-человечески. Итак, в наборе у нас есть кабель зарядки USB-A на Type-C. Тоже классная вещь. Длина кабеля метр. Есть у нас налобная повязка сразу же в комплекте. Вот, полностью резиновое исполнение. Ну, допустим, кому как нравится. Мне же нравится так, чтобы, как у меня, допустим, в фонаре Baruid, там пластиковые такие крючки, и фонарик вщелкивается и выщелкивается. То есть все делается быстро. Здесь же, пока в эти резинки его запихнешь, надо немножко, я думаю, попотеть. Но, с одной стороны, резинки будут надежнее, чем пластик, так как пластик от частого защелкивания-выщелкивания может где-то и когда-то и лопнуть. Ну, а резинки все-таки, как ни крути, они долговечнее. Ну, вот такая вот эластичная повязочка. То есть, все как бы супер и на высоте. Вот. Пластик. Тоже минус у пластика то, что здесь будет жестко сильно при одевании на голову. То есть будет давить, допустим, на лоб. Здесь же у нас резинка полностью будет облегать нашу голову и ничем как бы не мешать использованию. Есть у нас вот такой вот, друзья, кто-то называет удлинитель, я называю, то есть как оно и есть, укоротитель. То есть для чего эта штука нужна? Эта штуковина нужна для того, чтобы мы с вами установили аккумулятор не 18650, а у нас есть аккумулятор 18350. Вот, поэтому наш фонарик приобретет такую короткую форму. Сейчас мы с вами попробуем все это дело перекрутить. Есть два запасных резиновых колечка. То есть фонарик у нас водонепроницаемый, как бы заявлено. Ну, извините, проверять не буду, так как я уже сказал, что это куплено не мне, а моему товарищу. Ну и вот сам виновник торжества, такой вот классный фонарь. То есть имеется на фонарике у нас двойная прищепка. То есть либо так можем подцепить на ремешок, либо так. Что я считаю очень-очень удобно. Все это дело у нас выщелкивается. Вот, выщелкиваем эту штуку и заправляем наш фонарик в эти вот резинки. Вот что я говорил, очень-очень неудобно. Я даже, наверное, делать не буду, чтобы зря не тратить наше с вами время. Есть у нас с этой стороны гнездо зарядки, под герметичной такой резинкой находится. Все классно, плотно закрывается.
Даже с первого раза так и неудобно. То есть надо немножко поджать, прижать, чтобы все это дело плотненько закрыть. Ну и вот такой вот вид нашего фонаря, довольно достойный дизайн. Сверху есть кнопка включения, соответственно выключения. Ну и вот так все это дело выглядит. Значит, в комплекте фонарь приходит уже оснащен аккумулятором. Откручиваем, смотрим. Здесь должен быть изолятор. Да, видите, изолятор. Он даже приклеился к нашему аккумулятору. Вот такая вот картонка. Написано «удалить». И вот такой вот тоже фирменный аккумулятор. 18650, 3000 мАч. Вот, я смотрел множество обзоров, и, друзья, аккумулятор соответствует заявлению. Поэтому тоже мы этот тест опустим. Будем просто, как говорится, верить, так как фирма давно себя зарекомендовала. Ну и вот так вот получается у нас фонарик без батарейки. Давайте теперь перекрутим мы наш вот эту, снимем колбу и сделаем из фонарика укоротитель. Так, только какой стороной куда? Вот, наверное, сюда. Я до конца не буду жать, дабы уже не использовать резинку. Ну и, соответственно, давайте крышечку прикрутим эту. И получается, друзья, у нас вот такой вот малыш. Ну, просто супер. Класс. Так, закручиваем, перекручиваем все обратно. Вот, резинки у нас, кстати, и положены для этих вот целей. То есть, чтобы не пропустить влагу. Закручиваем назад. С резиночками тоже нежно, аккуратно. Они даже здесь, я вижу, подмазаны каким-то силикончиком были. Чтобы все у нас хорошо заходило. Батареечку вставляем плюсом внутрь. Минус у нас снаружи. Ну и вот так вот все дело выглядит. Наш полностью фонарь готов к бою. Итак, включаем. Есть у фонарика турборежим, то есть с такого положения быстро жмем 2 раза на кнопочку. И у нас включается турборежим. Так, с фокусом у нас лишь бы что делается. Ну давайте вот так. Выключаем турборежим. Включаем турборежим. Видите, почти в 2, а то и в 3 раза получается ярче. И выключаем. Есть у нас фонарики. Блокировка. Для блокировки фонаря нужно быстро нажать 4 раза. Вот так вот он мигнул нам и сказал, что я на блокировке. То есть где-то в рюкзаке, в кармане, если случайно мы нажмем кнопку, у нас произойдет следующее. То есть никак его не включишь. Для разблокировки опять нажимаем 4 раза. Все, фонарик у нас разблокировался и, соответственно, включился. Есть у нас функция лунного света. Нажимаем и держим 1 секунду. И вот такой вот еле-еле заметный свет, как вы видите, у нас работает в нашем фонарике. То есть вот такое вот еле-еле заметное пятнышко. Ну, допустим, где-то на рыбалке, либо где-то в палатке сидеть, его включить, и уже у нас будет такое еле-еле лунное освещение. При этом фонарик у нас очень сильно экономит батарейку. Выключаем. Из включенного положения, когда мы нажмем кнопочку, у нас есть плавная регулировка освещения. Видите, плавно вверх, плавно вниз. Есть также в фонарике режим, вернее 3 режима стробоскопа. Для этого нам надо 3 раза быстро нажать кнопку. Первый режим. Для переключения между режимами нажимаем двойным нажатием. Режим SOS. И еще один режим. Вот такие вспышки. Кнопочку опять нажимаем, переходим в турборежим. А нет, простой режим. Вот здесь турборежим. А давайте попробуем с турборежима подержать. Вот тоже плавно изменяется освещение до лунного света, я бы сказал. Ну, немножко, наверное, больше все-таки, чем лунный, но вот такое вот. Давайте я на камеру поверну немного и посмотрим увеличение. А почему у нас не увеличивается? Вот увеличивается. Плавно
увеличение яркости. Еще у нас есть ступенчатый режим, то есть включаем мы фонарик и, допустим, удержанием кнопочки следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг и на уменьшение тоже. Вот такое ступенчатое переключение. Давайте попробуем еще раз. Включаем, допустим. Ну, такие ступени, если я все правильно делаю, конечно же. И выключаем. Так, друзья, давайте еще мы с вами взвесим фонарик. Есть у нас люди, которым интересно взвешивание фонаря. Значит, с аккумулятором наш фонарь будет весить 115,4 грамма. Давайте взвесим без аккумулятора. Вот, ну и с прищепочкой, конечно же. 89,6 грамма. Вот такой вес нашего фонаря. Кому интересно, аккумулятор отдельно. 44 грамма ровно. Давайте оснащаем все это дело на место. И сейчас я вам продемонстрирую размеры данного фонарика. Так, видите, я уже даже включил его. Итак, 11 сантиметров 2 миллиметра. Это у нас длина. Меряем вот это расстояние. У нас получается оно 27 там с копеечкой миллиметров. Меряем здесь. Ровно 25 миллиметров. Ну и меряем у нас заднюю часть. Сколько она у нас? 24,5 миллиметра. Вот. Как бы и все. Так, фонарик я включил, фонарик я выключил. Также фонарик, видите, у нас здесь не видно, но здесь у нас установлен очень сильный магнит. Вот, и фонарь наш, видите, как я трясу на штангены, и он у нас не отваливается. То есть просто супер магнит. А не так, как купишь этот копеечный китайский фонарик, приклеишь, отклеишь, и магнит у нас остается здесь. Уже сколько я таких фонариков покупал. Все, ребята, я надеюсь, я вам немножко показал и рассказал. Сейчас у нас на улице темно, пойдем на улицу и посмотрим, как бы его дальнобойность, что он собой представляет. Так, народ, вышел я на крылечко свое, и давайте посмотрим первый режим фонарика. То есть такое слабое свечение, будем говорить. То есть первое включение, вот такое вот не особо сильное свечение. Ну а теперь врубаем турборежим. Бах! Обалдеть! Я просто в шоке. Я просто в шоке. Смотрите, над моей банькой, прямо в районе трубы, как горит луна. Очень красивое зрелище, и на камеру оно довольно неплохо заметно. То есть желтое вот это вот пятно, это луна. Классно просто. Ты смотри, что делается. Вот это фонарь. Вот у меня недавно на обзоре был фонарь от Heimerdinger под аккумулятор Makita. Так, блин, этот фонарь, наверное, его даже и переплюнул. Просто шикарно. Давайте посмотрим стробоскоп. И вспышки. Выключаем и опять включаем. Вот такое еле-еле свечение. Давайте попробуем регулировочку. И выключение. И опять. Получается 3 ступени всего лишь. Ну, свет просто шикарный. Вот, еще турборежим, видите, добавился. Обалденный. Все, народ, на этом наш обзорчик закончен. Вот был у нас сегодня такой вот фонарик. Довольно классный и мощный. Safirm HS40. Пока-пока. Желаю, чтобы все